Сейчас я вам покажу командную строку или терминал на стероидах. Вы знаете, что на каждом компьютере можно использовать командную строку. В Windows она так и называется, командная строка, в Mac она называется терминал. Это такое окошечко, куда можно вписать какой-то код, и он будет выполняться в системе. И вообще в этом терминале или в этой командной строке можно делать все, что угодно. Нужно просто знать определенные команды. Ну, давайте для примера. Я хочу, например, переключиться в рабочий стол. Для этого я пишу команду change directory и пишу desktop. Все, я переключился, я в рабочем столе. Я могу с помощью команды ls посмотреть, что у меня есть на этом рабочем столе. Могу создать папку make directory, которая будет называться, например, видео. Все, у меня появилась папочка на рабочем столе видео. Если я захочу ее удалить, соответственно, я вызову команду remove с флажком rf видео, и все, и он удалится. И я могу нажать на кнопку вверх и вызвать предыдущие команды, которые я до этого вызывал. Например, снова создам папку видео. Вы скажете: господи, Артем, что ты нам показываешь? Это такая хрень. Я могу создавать сколько угодно папок на рабочем столе. Просто мышкой на рабочем столе. Я могу удалять файлы, могу их перемещать. Зачем нужна эта командная строка? Дело в том, что есть очень много разных команд в командной строке, которые могут проверить скорость интернета, сжать PDF, поработать с видео, с фото, определить там IP-адрес и куча-куча еще всего. Но эти команды надо знать, а обычный пользователь их не знает. Но я принес вам терминал на стероидах, он называется Warp. В нем есть встроенные модели искусственного интеллекта для того, чтобы вы могли выполнять любые задачи, связанные с терминалом, не зная команд терминала. Ну, например, я говорю: удали папку на рабочем столе, и просто кидаю эту папку, да, она вот называется видео. Я кидаю, и он ее удалит. То есть он напишет такую команду, которая ее удалит. Скорее всего, это будет rmrf, да, видео. То есть та команда, которую я до этого использовал. Супер, он ее удалил. Теперь я могу сказать: создай на рабочем столе папку, и уже напишем на русском языке видео. И он ее создаст. Опять же, он предложит какую-то команду, которую я, допустим, не знал, и она сработает. Но это все фигня, потому что я могу сказать: это видео нужно сделать 10-секундным и квадратным, без звука. И я кидаю, и нажимаю «Отправить». И он подбирает такую команду или такую библиотеку или такую программку, которая сделает это с этим видео, то, что я сказал. То есть сразу все. И кроп, и убрать звук, и что там еще я попросил? 10 секунд видео. И в папке видео у меня он помнит контекст, что я только что создавал папку видео, и он в эту папку видео положил видео, которое стало квадратным, без звука и 10 секунд, хотя изначально оно было со звуком. Как сделать так, чтобы... И горизонтальное. И идет оно там сколько-то минут. И вы понимаете, что вы можете делать все, что угодно. Например, достань звук из этого видео. Да, сначала лучше написать команду. Достань звук из этого видео в формате, ну, например, MP3. Я могу даже заново не указывать это видео, потому что он вспомнит, какое именно видео мы до этого обрабатывали, но укажу явно, что вот это видео, мне нужно из него достать MP3. И он это сделает. Вот у меня MP3-шка из того видео. Не проблема, вы скажете, фигня. Есть куча онлайн-конвертеров, которые достают звук из видео, обрезают видео и так далее. Но вы сначала в браузере закидываете это куда-то отправляется на сервер, там перерабатывается и вам возвращается. А это вы делаете прямо у себя на компьютере. Окей, я знаю, вас не впечатлить какой-то обработкой видео. Давайте сделаем что-нибудь другое. Например, у меня есть гайд в PDF-формате, который весит 125 мегабайт. Много весит. Я хочу его сжать. Я говорю: сожми этот PDF-файл без потери качества. И кидаю ссылку на этот PDF-файл. Он сделает, давайте, новый диалог. Он начинает новый диалог, и в нем он будет подбирать команду для обработки PDF-файла. Сейчас посмотрим. Он подбирает инструменты, которые уже есть в Mac, и наша задача, например, сделать просто подтверждение, автоподтверждение, чтобы он выполнил все необходимые команды сам.
Вот он их выполняет, вот у меня на рабочем столе уже появился сжатый файл, но он еще пока не завершен, то есть процесс еще идет. В конце он скажет, что я закончил работу и сжал этот файл, подведет какой-то мини-итог. Но я уже вижу, что файл готов, и если сейчас я его открою, то у меня будет он размером 2,3 мегабайта, то есть он его прям сильно пережал. Я чувствую, что прям сильно пережат, но качество осталось тем же самым. Первая картинка там была зашакаленная, а вот остальные картинки были там нормальные. И здесь вот получается 126 мегабайт превратилось в 2,3 мегабайта. И вы можете сделать все, что угодно. Ну, допустим, я скину и скажу, нарежь каждую страницу из PDF как отдельный JPEG. И положи в папку «Презентация» на рабочем столе. Погнали! Он сейчас нарежет, ну, из-за того, что есть контекст, он возьмет эту предыдущую презентацию, он ее создаст под нее папочку и выполнит все необходимые команды. У нас в папке «Презентация» появятся страницы, переименованные вот так. Знаю, вас этим не удивить. Давайте скачаем видео с YouTube. Открываем YouTube, берем ссылку на видео, открываем новое окошко в Warp и говорим «Скачай это видео с YouTube и положи в папку «Видео». Он подберет библиотеку, которая сможет справиться с этим. Сейчас, правда, YouTube сильно-сильно блокирует вот всякие такие сервисы, и может не получиться, вполне себе вангую, что может не получиться. У меня эта утилита уже стоит на компьютере, поэтому он легко воспользуется этой утилитой и скачает все. Ну, вот ошибка, да, экранировать, что-то там ему нужно будет перебирать эти команды, сам себе будет подсказывать и помогать, но в итоге у меня появится это видео на компьютере, скорее всего. Сейчас посмотрим. Не дается ему это видео. Ну, YouTube блокирует прям. Да, YouTube блокирует. Не получится скачать видео. Ну ладно, такое тоже бывает. Но суть в том, что если у вас есть какая-то задача, она, скорее всего, решается через терминал. То есть вы можете делать все то же самое, что вы делаете в каких-то сервисах онлайн, вы можете делать это офлайн у себя на компьютере. Ну, как бы не совсем офлайн, честности ради, скажем. Это все равно запросы в интернет и все такое, но просто вам в свои файлы никуда не надо отправлять для того, чтобы с этим справиться. Переименовать что-то, ну вот, например, у меня есть папка селфи. В этой папке селфи лежат аватары. Да, это разные фотографии с разными эмоциями. Ну, вот такие вот, всякие разные. Нужны мне были для обложек на YouTube. Я хочу взять и сделать следующее. Я открываю новый диалог и говорю, зайди в эту папку, посмотри все фотографии и переименуй их в соответствии с эмоцией, которая изображена на фотке. И кидаем папку селфи. Посмотрим, что из этого выйдет. Он должен, по идее, просмотреть все фотографии, то есть он их прямо глазами посмотрит, определит, и мы здесь тоже запустим автоматическое подтверждение всех команд, пускай он как бы все по всей команде пройдется. Готово, кстати, видео. Клод за 20 минут, полный курс для новичков, успешно скачано. Посмотрим в папке, которую я... и оно лежит в папке видео. Это не та немножко... папочка, которую я хотел, и видео, кстати, в формате WebM, что тоже не очень хорошо, но какое-то видео он скачал. Ну, кстати, из WebM потом можно сделать формат MPEG-4. Сделай из этого видео формат MPEG-4. По-любому же можешь сделать. Почему не сделал сразу? Все, и он пойдет его переделывать. То есть он сделает, конвертирует видео в формат MPEG-4, и все, никаких проблем. Дальше, что там у нас с аватарками? Он их должен был переименовать. Пробую посмотреть изображение по несколько штук. Вот он их смотрит. А с Ютубом у нас что-то он делает. Он форматирует видео. Я, конечно, хотел, чтобы эмоции были на английском языке, ну ладно, на русском тоже пойдет. Он переименовал их.
Все, готово. Он переименовал каждую эмоцию, когда понял, что вот у нас там есть задумчивость, да, у нас есть изумление, презрение. Почему презрение? Это же класс. Он не увидел руку. Радость, спокойствие, счастье, уверенность и так далее. То есть он решил эту задачу. С YouTube-видео он пока еще задачу не решил, потому что он его форматирует, каждый покадрово что ли делает, я не знаю. Но суть в том, что он сделает формат MPEG-4. Короче, Warp — это классная штука. Подключиться к серверу, сделать что-то на сервере. Все то, что вы раньше не могли сделать в терминале, вы можете делать в терминале. Причем самые простые задачи. Извлечь звук из видео, сжать, обрезать, переконвертировать, извлечь, соединить наоборот и так далее. В общем, все, что связано с файлами, PDF, картинками, видео, вы можете делать прямо в терминале. И эта штука работает с бесплатным тарифом. Можно перейти по ссылке в описании и посмотреть, зарегистрироваться, работать, по идее, должно даже без VPN. Но я не уверен. Желаю успехов. С вами был Лысый из браузера. Меня зовут Артем Исламов. Лайк влепите, в комментариях вопросы пишите, на канал подпишитесь. Увидимся в следующих видео. Пока.